Я зашла в супермаркет и сейчас вам покажу цены на ежевику и малину. Ну, вроде бы приличная малина. Ага, подождите. Ежевика 1 килограмм 139 гривен, 140. Малина 107 гривен килограмм. Слива, сливы нет. Абрикос 114. Вот этот вот. Персик очень маленький, очень малюсенький персичек. Вот такой вот тоже. 78 гривен. Так, здесь еще есть нормальный персик по 97 гривен. Инжирный персик 97 гривен. Лимон из Аргентины 73 гривны. Розовый виноград 154 гривны. Белый виноград 99 гривен. Клубника 170. Я недавно покупала очень хорошую по 100 гривен на конном, кто помнит. И лохина, это у нас голубика, 153 гривны. Есть еще такой огромный персик. Это нектарин, простите, 120 гривен. И ананасовый абрикос 104 гривны. Вот это слива. Ну, слива такая, знаете, у нас такие во дворах растут на Москалевке. 48 гривен. Но у меня не растет. Кукуруза 13 гривен, 13,90, 14 гривен одна штука. Бананы 50 гривен. Яблоко такое украинское 41 гривна. Груша 49,90. Яблоко такое, оно очень маленькое, очень. 27 гривен. Так, я Амирану беру 2 сока. Таких по 9,90. Еще мне нужен детский порошок. 50 гривен, 49,90. Так, здесь у нас фарш, цены за 100 грамм. То есть килограмм 150, 90, 120. Из филе 160, 90. Все. Я взяла немного фарша. Куриное филе. Спасибо. Стегна, четверть, індичка, окіст. Повітряна тривога, прямуйте до найближчого укриття. Так, еще возьмем такую приправу до котлет, потому что у меня сегодня будут куриные котлеты. Берем сливочное масло. Берем амиранчевый кефирчик. Ох, Андрей. Ой, чуть меня не задавили. Так, берем батон. Еще у нас дома закончился чай. Так, какой чай мы пьем? Відбій повітряної тривоги, пока я походила. Ну, в общем, из того, что мы имеем, наверное, возьмем вот такой вот чай. Он стоил 100 гривен, Ахмат, с бергамотом за 100 грамм. А сейчас 79,50. Берем его. Еще возьмем Амирану конфетки. Такие они стоили 40 гривен, сейчас 29,90. Команда пиратов. Румеладки Мамба. Произведено в Германии, а написано все на русском. Видите? Дата нормальная, до 12 месяца берем. Так, корм. Последние, наверное, пару недель я беру вот такой корм для своих котов. Это для стерилизованных. И на него хорошая скидка. Стоил он 78,80, сейчас 49,90. Здесь 200 грамм в пачечке, поэтому надо будет взять несколько пачечек, потому что 3 кота. Так, возьмем. На что денег хватит?
Друзья, я уже вернулась с супермаркета домой и хотела бы, во-первых, я села, почитала комментарии, они нашли у меня сегодняшнее видео, нашло отклик, с чем бы я хотела с вами поделиться, я думаю, будет вам интересно. Итак, читаю. Добрый день, на днях была в Абрамцево, и мое внимание привлекли каменные бабы 12-13 века, которых Мамонтов привез из Харьковской губернии во второй половине 1870-х годов. Сейчас они установлены на прогулочных аллеях. Понимаю, что эти изваяния связаны с захоронениями. Вы можете подробнее рассказать о них? Да, конечно. 70% вот этих вот каменных баб — это так называемые половецкие бабы, которые в основном стояли в степях. Половецкие бабы издавна привлекали внимание людей. Они служили своеобразным символом господства кочевников над степью. Ставились они на курганах древними народами, половцами, скифами в том числе и другими. Половецкие каменные бабы являются памятником сакрального искусства половцев. Обычай возводить каменных идолов зародился в VI-VII веке нашей эры в Монголии и на Алтае и распространился к Дунаю. Статуи символизировали предков и ставились на наивысшем участке степи, в водоразделах, курганных могильниках и специально сооруженных для них святилищах. Иногда ограждались камнями. Святилища были квадратные или прямоугольные. Их размеры зависели, видимо, от количества чтимых в них предков. В центре святилища ставили одну или больше мужских или женских статуй с лицами, обращенными на восток. Изредка попадались святилища со скоплением статуй 12-13, не меньше. Святилище с истуканами было местом осуществления поминального культа предков, не связанного непосредственно с погребением. Собственно, этимология слова «баба» происходит от тюркского «бал-бал», что означает «пращур», «дед-отец». Со временем этот обряд трансформировался в культ вождей-покровителей Орды. Женские статуи символизировали непобедимость и бессмертие воинов. Покровители в образе женщины давали им силу, вскармливали их и оберегали. За это кочевники приносили им жертву. Возле подножия статуй исследователи находили кости баранов. В XIII веке половцы были покорены монголами. Большая часть половецкой культуры погибла от рук мусульман, которые активно боролись с язычеством. Однако оно так и не было полностью искорено и в дальнейшем адаптировалось к православию. На протяжении последующих столетий в некоторых славянских поселениях была традиция отдавать отчет половецким идолам, которые наделялись силой влиять на возрождение природы, плодородие земли и успех общины. Всего до наших дней дошло свыше 2000 каменных баб. Но я хочу сказать, что у нас, допустим, в Изюме были разрушены в связи с этой войной и уничтожены некоторые половецкие бабы, к сожалению, которые пережили очень много разных эпох, войн. Эту войну не пережили. Друзья, всем хорошего, доброго, тихого вечера, сладких снов, кто будет смотреть это видео уже перед сном. И тихой мирной ночи.